Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить нежнейший тортик, который я назвала «Шоколадная девочка». Он настолько нежный, что его можно есть губами. Советую вам его приготовить, торт обязательно понравится не только взрослым, но и детям. Давайте приготовим. Сначала приготовим пропитку для печенья. Заварим какао. 2 чайные ложки сахара и 2 чайные ложки какао перемешиваем. И зальем 100 мл горячего молока. Перемешиваем, чтобы какао и сахар полностью растворились. Если у вас какао не растворяется, закипятите и проварите его минуту на плите. Остужаем пропитку до комнатной температуры. В 130 грамм мягкого сливочного масла добавляем 120 грамм сахарной пудры. Взовьем масло на максимальных оборотах миксера примерно 3-4 минуты. Надо, чтобы сахарная пудра растворилась, масло стало светлым и воздушным. В 500 грамм мягкого творога без крупинок добавляем 20 грамм ванильного сахара, 20 грамм какао и 250 грамм сметаны. Все молочные продукты должны быть комнатной температуры. На небольших оборотах миксера перемешиваем все до однородного состояния. Крем я готовлю из творога, приготовленного из кефира. Ссылку, как его приготовить, я оставлю в описании к видео и в подсказках к видео. Также крем можно готовить из любого мягкого творога без крупинок, который вы любите. Или творог можно заменить сливочным сыром или творожным сыром. Теперь надо соединить взбитое масло с творожной массой. Я это делаю в 2 этапа. Добавляем половину творожной массы в масло и на максимальных оборотах миксера взбиваем до однородного состояния. Добавляем вторую половину творожной массы и также все хорошо взбиваем. Крем получается очень нежный и воздушный. Сразу 3 десертные ложки крема откладываем для выравнивания верха и боков торта. Закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник. Торт я буду готовить в неразъемной форме. Для того, чтобы торт было удобнее вынуть из формы, я смазываю форму растительным маслом и застилаю пищевой пленкой. На дно выкладываем 1/4 часть крема и разравниваем. У нас будет 4 слоя крема и 4 слоя печенья, поэтому делим визуальный крем на 4 части. Далее пропитываем печенье в остывшем какао. Даем стечь. И выкладываем одним слоем на крем. Так формируем слой из печенья. Я использую шоколадное песочное печенье. Для данного торта мне понадобилось 280 грамм печенья. На печенье выкладываем 1/4 часть крема. Разравниваем. У меня готовый торт получается размером 19 на 14 см, высота 7 см, вес килограмм 350 грамм. Если вы будете готовить в круглой форме, то данное количество ингредиентов рассчитано на торт диаметром 18 см. Далее будем повторять слои. Пропитанное печенье, крем, печенье, крем. Сверху заключительный слой печенья. Печенье, которое мы выкладываем последним слоем, будет низом торта, поэтому их пропитываем с одной стороны. И выкладываем пропитанной стороной на крем. Закрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 5-6 часов, а лучше на ночь. Готовый торт достаем из холодильника. Я слегка подтягиваю пленку, чтобы легче было снять форму. Накрываем тарелкой, переворачиваем, снимаем форму и пленку. Верх и бока торта выравниваем и покрываем заранее отложенным кремом. Убираем торт в холодильник и приготовим глазурь. 20 грамм шоколада разогреем в микроволновке или на водяной бане, чтобы он стал мягким. В мягкий шоколад добавляем 1 чайную ложку растительного масла без запаха. И все тщательно перемешаем венчиком до однородного состояния. Глазурь готова. Переливаем ее в пищевой пакетик. Делаем очень маленький срез и украшаем глазурью торт.
Готовый торт подаем к столу. Приготовьте и порадуйте им своих близких. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.